Здравствуйте, я Людмила Корнеева. Фильм «Все везде и сразу» парадоксален. Его визуальный ряд сверхбыстрый, клиповый, мелькающий. Многие эпизоды напоминают об эстетике сюрреализма и абсурда. А некоторые моменты даже вынуждают вспомнить такие определения, как вульгарный, непристойный и бесстыдный. Но при этом содержание фильма касается самых глубоких вопросов смысла человеческой жизни. Вопросов, которые обычно характерны для так называемого медленного кино. Фильм «Все везде и сразу» стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы подумать над смыслом прозвучавших в нем слов. Все это время я искала кого-то, кто увидит то же, что и я, почувствует то же, что и я. Или чтобы понять Веймонда, который объясняет: если я выбираю видеть только хорошее, это не значит, что я наивный. Это стратегия и успешная. Она помогает мне пережить все. И услышать в фильме призыв: пожалуйста, будь добрее, особенно когда чего-то не понимаешь. Фильм «Все везде и сразу» снят двумя сценаристами и режиссерами – Дэниелом Кваном и Дэниелом Шайнертом. И сами они, и критики обычно называют их творческий дуэт «Дэниелы». Снятый Дэниелами фантастический комедийный боевик расколол зрительскую аудиторию. Многие этой кинокартиной восхищены, но немало и таких, кто крайне возмущен отдельными сценами фильма. Я понимаю и тех, и других. Но вначале хочу обратиться именно к возмущенным. Нравится это нам или нет, но элементы бесстыдства и непристойности являются настолько же давними элементами культуры, как и возвышенные. Из неприличных, вульгарных мотивов состоит немалая часть фольклора, многие частушки, анекдоты и другие подобные жанры. На нарушениях разного рода табу основывается также карнавальная культура. Подобные вещи мы вполне можем встретить и в некоторых ставших уже приличной классикой авангардных художественных течениях, таких как сюрреализм или дадаизм. А европейский дадаизм, в свою очередь, в своих внешне брутальных, абсурдистских, но при всем том философствующих проявлениях неожиданно имеет много общего с отдельными практиками средневекового китайского чань-буддизма. В фильме Дэниелов вульгарность отдельных кадров смягчается, можно сказать, этически амортизируется их комедийным тоном, подобно тому, как это происходит в фольклоре или карнавальной культуре. В фильме фрагментарно представлены практически все варианты и приемы комедийного жанра, в том числе такие специфические, как фарс, буфонада и бурлеск. Фарс – это комедия, основанная на сильном преувеличении, экстравагантности, нелепости, абсурдности, неправдоподобности и активном использовании так называемого физического юмора. Когда Веймонд расправляется с вооруженной охраной с помощью поясной сумки, это фарсовый прием. Когда Эвелин бежит с поваром на плечах за увозящей енота машиной, это тоже фарс. Буфонада – это утрированно комическая манера актерской игры. Ее можно увидеть, например, в эпизоде с актерской ролью одного из режиссеров фильма Дэниела Шайнерта. Напомню, что он сыграл эпизодическую роль одного из охранников, тайное желание которого исполняет Эвелин. А прием бурлеска, напомню, основывается на том, что серьезное содержание парадоксально представляется низким стилем или непривычными образами. Фильм «Все везде и сразу» действительно поднимает очень серьезные глубокие проблемы человеческой жизни, используя при этом сниженную порой до крайних форм комедийности и вульгарности стилистику. Интересно, что заголовок одного из интервью Дэниелов звучит так: «The profound and the profound belong to each other». Глубокое и мирское принадлежат друг другу. В этом интервью Дэниел Кван говорит: «Навозные жуки валяются в дерьме, но они также смотрят на звезды, указывая им путь». Эти слова не просто случайная удачная импровизация. Большинство жуков-навозников – ночные жители, и зачастую их действительно привлекает свет, в том числе лунный и звездный. В культуре Конго, например, навозный жук – лунный символ вечного обновления. А вот в Древнем Египте навозный жук, скоробей, своим движением с шариком навоза символизировал путь солнца с востока на запад. А еще он ассоциировался с творческой силой природы, бессмертием, божественной мудростью и провидением.
Для древнеегипетского названия скоробея хепри или хепер использовалась та же лексическая основа, что и для обозначения таких понятий, как развитие, становление, созидание, зарождение. Как еще один пример сближения низкого и возвышенного в реальной жизни, добавлю, что кроме жуков-навозников есть еще и гриб-навозник. Этот гриб условно съедобен, а в некоторых странах вообще считается деликатесным. Впрочем, его легко спутать с бледной поганкой, и потому призываю не рисковать. Да и речь о другом. Жидкость, которая появляется при аутолизе, то есть разложении некоторых видов навозника, ранее использовали для приготовления чернил. Представьте, сколько философских и научных текстов, стихов и писем с возвышенными признаниями в любви было написано чернилами из разложившихся грибов-навозников. Поэтому сближение возвышенного и низкого, поэтического и прозаического, благородного и низменного не является для человеческой культуры чем-то невозможным или абсолютно новым. Это скорее давняя практика и традиция, которая в фильме «Все везде и сразу» приобретает новые формы выражения. Занимательно, кстати, что ведь никто из тех, кто возмущается фильмом «Все везде и сразу», не возмущаются, например, шекспировской пьесой «Ромео и Джульетта». Хотя насилие и крови у Шекспира больше, а общая идея, по крайней мере в той романтической интерпретации, в которой пьеса обычно подается, куда опаснее. А то, насколько маловозвышенной была атмосфера исполнения этой пьесы в шекспировские времена, вообще забылось. Два факта о реальной атмосфере шекспировского театра. Роль Джульетты исполнял юноша или молодой мужчина. А среди толпы зрителей перед сценой сновали не только продавцы всякой снеди и напитков, но и люди со специальными сосудами. Сосуды были предназначены для того, чтобы нуждающиеся в том зрители за небольшую плату могли справить малую нужду, не отвлекаясь от происходящего на сцене. О темпора, о морес, о времена, о нравы. Как любой крайне оригинальный, да еще и дерзкий стиль, авторская манера режиссерского дуэта Дэниелов подойдет и понравится не каждому. Но то, что их фильмы являются заметным, ярким явлением в современном кино, несомненно. Поэтому посмотреть и хоть чуть-чуть разобраться в них стоит. Собственно, посмотреть еще не так и много. «Все везде и сразу» всего лишь второй фильм Дэниелов. Первой совместной киноработой Дэниелов стала трагикомедия 2016 года «Человек. Швейцарский нож». Кстати, одну из двух главных ролей в том фильме исполнил тоже Дэниел Рэдклифф. Дерзкий, вызывающий, грубый юмор полной мерой использовался авторами уже и в первой кинокартине. Один из критиков удачно назвал тот фильм франкенштейноподобной смесью кусочков и фрагментов. Конечно же, визуальный ряд – это то, что в любом фильме всегда на поверхности. Клиповый визуальный стиль и сверхбыстрый темп фильма «Все везде и сразу» становится, к сожалению, камнем преткновения для немалого числа зрителей. Проблема с его первым просмотром и восприятием в чем-то подобна проблеме с просмотром второго «Аватара» Джеймса Кэмерона. Хотя сложности возникают и по разным причинам. У Кэмерона это именно объем аудиовизуальной информации, а у Дэниелов прежде всего темп ее подачи. Так или иначе, полностью уловить и понять все содержание фильма с первого просмотра действительно может быть сложно. И из-за вот этого визуального мелькания и нагромождения, которое затрудняет сведение ускользающих деталей воедино, и из-за количества и глубины заложенного в фильме смысла. «Все везде и сразу» – фильм для многократных просмотров. Если ничто не помешает, я подготовлю по фильму «Все везде и сразу» еще два видеоэссе. В одном из них разберемся с мультивселенными, а в другом с представленными в фильме темами, его философией и этикой. Сегодня же я обращу ваше внимание на еще некоторые любопытные детали и интересные факты о фильме «Все везде и сразу». При всей фантасмагории фильма «Все везде и сразу» в качестве особого творческого приема Дэниелы изначально предполагали использовать своего рода реальную основу.
Главная роль в первом варианте сценария была мужской, и было задумано, что проблемы главного героя фильма будут в чем-то близки реальным жизненным проблемам актера, исполняющего эту роль. Предполагалось, что это будет Джеки Чан. Дело в том, что у Джеки Чана действительно есть сложности отцовских отношений с внебрачной дочерью, которая заявила о своей нетрадиционной ориентации. Таким образом, актер частично представлял бы в фильме свои собственные семейные проблемы. Но Джеки Чан отказался от исполнения роли, слишком откровенно сопряженной с его частной жизнью. И тогда Дэниелы переписали сценарий и сделали главной героиней женщину. Так Мишель Ео, которая изначально должна была играть жену главного героя, сама оказалась главной героиней фильма. А на роль мужа был приглашен внешне довольно похожий на Джеки Чана актер Ке Хью Кван. С Джеки Чаном была не единственная неудавшаяся задумка режиссеров. Для большего размывания границы между вымыслом и реальностью Дэниелы первоначально предполагали оставить для имени героини настоящее имя актрисы. Но Мишель Ео категорически воспротивилась и пригрозила уйти с проекта, если Дэниелы не уберут ее настоящее имя. Настаивать после этих отказов на имени Джейми для инспектора налоговой службы в исполнении Джейми Ли Кертис уже не было смысла, хотя изначально Дэниелы и об этом думали. Из все же реализованных идей осталось включение в фильм документальных кадров с актрисой Мишель Ео, относящихся к ее участию в фильме «Безумно богатые азиаты». Это происходит в эпизодах во вселенной, в которой Эвелин – успешная актриса, кинозвезда. Таким образом, первоначальный замысел показать главных героев фильма как своего рода версии реальных актеров частично все же удался. А кроме того, один из Дэниелов, Дэн Кван, сам из семьи азиатских эмигрантов. Его предки начинали в Америке именно с такой вот маленькой прачечной, как у героев фильма. И Дэн Кван даже приносил фото квартир своих бабушек и дедушек, чтобы по образцу их жилья оформить квартиру главной героини. И еще одна интересная деталь, связывающая художественный мир «Все везде и сразу» с реальностью, это истоки образа налогового инспектора в исполнении Джейми Ли Кертис. Дэниелы рассказали, что внешний вид Дейдры был фактически скопирован с портретной фотографии сотрудницы налоговой службы США, размещенной на сайте этой правительственной организации. Связью с объективной реальностью можно считать и то, что многие эпизоды, детали в кинокартине «Все везде и сразу» являются аллюзиями, цитатами, отсылками ко многим другим фильмам. То есть при всем сюрреализме и фантасмагории сопряжение с действительностью в фильме «Все везде и сразу» все же гораздо большее, чем может показаться. Некоторые кадры фильма, возможно, будет не лишним и разъяснить. Например, в одном из эпизодов мы видим две подвешенные куклы, из одной из которых при ударе что-то начинает сыпаться. Это не фантасмагорический образ, это пиньята, полая внутри раскрашенная игрушка из папье-маше или легкой оберточной бумаги и пленки. Пиньята может иметь форму куклы, животного или просто какой-то геометрической фигуры с орнаментом и украшениями. Пиньяту наполняют разными угощениями или сюрпризами. Это могут быть конфеты или другие сладости, орехи, мелкие игрушки, конфетти. Разбивание пиньяты – древняя традиция празднования Рождества в Латинской Америке и особенно в Мексике. Но сейчас пиньяту часто используют и на разных детских праздниках по всему миру. Наполненную пиньяту подвешивают на веревке. Затем участники празднества по очереди с завязанными глазами пытаются ударить по ней палкой, чтобы разбить и получить сладости или сюрприз. Сами Дэниелы тоже снялись в своем фильме. Дэниел Шайнерт, как я уже говорила, в буфонадном стиле сыграл эпизодическую роль в сцене с мечтой наказанием. Второй из Дэниелов, Дэн Кван, менее заметно мелькает в кадрах уличного нападения на юную Эвелин в Китае. Стоит обратить внимание и на то, что главная роль в комедийном боевике «Все везде и сразу» была поручена 60-летней на момент съемок актрисе Мишель Ео.
Это расширяет традиционные границы возрастных актерских амплуа и в целом служит примером некоторых положительных тенденций в обществе. Продолжительность человеческой жизни понемногу увеличивается, и возрастные представления тоже должны меняться и действительно меняются. Это же ненормально, если человек будет чуть ли не полжизни не жить, а что называется доживать, будучи отнесен устаревшими общественными стереотипами к категории старых людей. Некоторые исследования, кстати, указывают сейчас на десятилетия жизни между 60 и 70 годами как на наиболее продуктивный, результативный возраст. Полагаю, что рано или поздно мы придем к тому, что старость будет отсчитываться с возраста не ранее 80 лет. И то постепенно, последовательными этапами, как и детство. «Все везде и сразу» не просто комедия, но, можно сказать, энциклопедия комедийных субжанров и приемов. Я уже упоминала фарс, буфонаду и бурлеск. Но в фильме представлена и традиционная эксцентрика. Например, отец Эвелин приводит Веймонда в чувство, дав ему понюхать свой ботинок. Или еще одна эксцентрическая комедийная сцена. На высокопарный, по сути, призыв Веймонда «ты можешь либо пойти со мной и раскрыть свой потенциал, либо лежать здесь и ждать последствий», Эвелин без раздумий отвечает «выбираю лежать» и буквально ложится на пол. Есть в фильме моменты комедии положений с характерной для нее ошибкой. Вспомните сцену с бумагой о разводе, которую каждый из героев видит со своей стороны. Эвелин и Веймонд говорят, соответственно, каждый о своем, но думают, что говорят об одном и том же. Есть в фильме и политическая сатира. Альфа-отец Эвелин призывает всех своих агентов собраться и говорит: «И вот снова альфа-мир становится последней защитой от тотального хаоса». И в этих именно эпизодах несколько раз мелькает американский флаг. Есть в фильме также элементы романтической комедии, черной комедии. Есть, конечно же, элементы и так называемой bathroom or gross-out comedy, то есть грубой комедии, основанной на вульгарном, сексуальном или туалетном юморе. Однако в фильме «Все везде и сразу» есть и крайне глубокое, проникновенное нравственное содержание. Ценности в фильме провозглашаются такие традиционные: семья, сохранение связей между родителями и детьми, любовь и взаимопонимание между близкими. Об этом нужен отдельный разговор. Но прежде, в следующий раз, о природе мультивселенных в фильме «Все везде и сразу». Всего доброго и до новых встреч!